Добрый день, дорогие друзья, с вами Александр и канал Сапожник. Давно что-то я уже видео не снимал. Сегодня будем менять замочек на вот таком длинном сапоге. Замочек поломался, его менять однозначно надо. Покажу, каким образом выпороть, каким образом потом его вклеить. Причем вклеивать мы будем без клея, специальной лентой. Ну и потом, соответственно, покажу, какую делать строчку. И все мы будем делать, опять же, все вручную, без машинки. Это мы обычным крючочком, обычная ниточка, ну, штопальная специальная. И все буду показывать. Так что, думаю, тем более в наше время, это, думаю, сейчас уже в нынешнее время это актуально показывать, как что делается. Так как многое опять очередной раз закрыто у нас с очередными локдаунами, ихними карантинами. Так что, ну что, будем приступать. Так, ну что, начинаем работу. Для выпарывания я использую такой маленький рапитовый ножичек. Им удобно выпарывать, он остренький. Почему рапид? То что он хорошо натачится и он острый. Ну, смотрите сами, может вы чем-то другим, каким-то ножом, либо какой-то есть, делают даже с обычной пилочки по металлу, ну, для выпарки. И начинаем потихоньку подпарывать. Я, к примеру, подпарываю, смотрите, если отсюда можно немножко пройти внутренний, но это выпарываем мы, получается, вот этот второй шов. Первый будет по-любому держать, его все равно идти надо вот отсюда. Вставляем ножичек и аккуратненько, аккуратно проходим. Нам главное, чтобы ни в коем случае не порезать вот эту кожу. Потом берете, можно даже вот так, чуть-чуть расставили и пальчиками помогаем ему. Ну, потихоньку уходит, уходит. Уже на улице реально похолодало, я уже обогреваемся камином. Конечно, цена на свет довольно-таки кусючая. Там не менее 3 гривен за киловатт. Ну, ничего более выгоднее все равно ничего нету, чем электроэнергия. Уже проверено. И у меня каминчик такой, что с 4 инфракрасными, как говорится, горелками, не горелками, тенами. И еще и дуйка стоит, и оно дело в том, что быстро нагоняет. Приходило, бывало, что тут до минус 20 прям внутри, буквально за час нагоняло до плюс 5, что уже свободно работать можно было. Быстро нагревает. Ну, помещение, в принципе, маленькое. Смотрите, аккуратно ж. Опять же, я отставляю и по чуть-чуть он прохожу. Подпарываю его. Тут сложности особо нету. Тут главное, чтобы вот эту кожу ни в коем случае не порезать, то что основное к ней же будет потом все пришиваться. Будет и очень некрасиво запорите сапожек. Нам сейчас самое главное, его надо разобрать. Бывает, конечно, очень сложно выпарывать. Бывает, вообще по сантиметрам идешь. Тяжело. Но тут не тот случай. Тут довольно он легко идет. Сложности никакой. Обычно просто что он длинный. Тут 55 сантиметров замка. За голенищем. Говорю сразу, чтобы никто не задавал вопрос. Почему я не использую машинку в первую очередь? Потому что это не дешевое удовольствие. Наш городок маленький, она себя просто не отобьет.
или будет отбивать годами. Она просто, ну, я не вижу смысла. Тем более с учетом на те деньги, что я возьму машинку, я в принципе свободно все справляюсь и управляюсь руками. И выходит ничем не хуже, чем машинка, если бы я вшивал. Так, ну что, одна сторона выпарана. То же самое мы делаем со второй. Я сейчас ставлю на паузу, выпарю, потом покажу, включусь, покажу дальше, что мы будем делать. Так, замок выпарал. Продолжаем. Теперь смотрите. Тут осталось вот эти вот нитки все. Их надо все убрать. Чтобы его не оставалось. Бо будет просто некрасиво, если будет вот так вот выпотрошено. Я в основном беру не острой стороной вот этой. И потихоньку вычелкиваю. Они сами вон отлетают. Можно пинцетом, кому удобно. Ну, мне больше нравится проще самим ножичком пройти вот так и почистить. Ну, получается более аккуратно. Главное не пошкрябать саму кожу, чтобы она не пошкрябанная была. Бо можно и пошкрябать так, если сильно чёгать. И так потихоньку идем. Если, к примеру, дермантиновая обувь, то, конечно, лучше пинцетом аккуратно высматривать, потому что по дермантину может подрать дермантинцем. Ободрать. Ну что, одну сторону я вычеркнул. Она чистенькая. Все, мы ее почистили. Смотрите. Нитки практически нема. Она вычищена. Где-то тут по мелочам осталось. Но я поубираю полностью. И так само делаем со второй стороной. Сейчас почищу и будем продолжать. Так. Все почищено. Замок выпарен. Нитка убранная, старая. Теперь надо повставлять все вот эти на место, поприклеивать. И будем вклеивать замочек. Показываем. Я использую обычную канцелярское двухсторонний скотч. Для того, чтобы его все садить на место. Без клея. То, что клеем оно сильно замазывается. А довольно-таки я давно облюбовал его. Двухсторонний скотч довольно неплохо берется. Используем так, ножницы. Нам главное, чтобы оно просто держалось, чтобы оно не распадалось, пока мы будем шить. Дальше нитка свое дело сделает. Она прижмет все. Так. Садим на место. Оно видно, тут отпечаток остается, где было. Так. Ну что, теперь подготавливаем замок. Замок обычно, смотрите, я вам показываю. Я использую ленточный замок. У меня лентажом идет оно. Я вырезаю просто. Вырезается больше немного. Смотрите. Пусть оно лучше потом под конец мы укоротим, чем его не хватать будет. Вы же можете покупать, я знаю, что идут с фиксаторами. Вы с фиксаторами так само вот тут завернете и вставите. Тут главное, чтобы вот сюда оно выходило, чуть-чуть дальше. Даже фиксатор можно вообще убирать его и потом прошивать. Либо на место ставить, либо без фиксатора просто прошивается, но тоже уже никуда не денется.
Так. Все, нормально, в принципе. Теперь берем и непосредственно сам замок нам нужно посадить на двусторонний скотч. Я обычно использую уже, но просто ходил в тот момент, когда у меня закончился. В магазине не было, был немножко шире. С ним, конечно, немножко неудобнее работать, но тем не менее, все равно довольно-таки удобная вещь. Двусторонние скотчи. Так. Смотрите, вот это что получается. Так. Берем теперь, смотрите, что я делаю. Я распускаю сам замок. Одну часть ложу. Вторая вот она у меня. Убираю полоску. И теперь вот этот край я буду брать и вот так вот подворачивать. Вот он. Вот что получается. Чтобы завести. Но у вас может быть тут фиксатор, вам в принципе может этого не нужно. Просто обрежете возле фиксатора. И заподлицо вот тут на краю. Смотрите. Так, вам показать лучше, чтобы видно было. На краю, вот, мы вставляем. Чтобы край у нас получился. Вот он. И потом потихоньку начинаем вклеивать. Мы просто проходим и приклеиваем. Чем хорошим двухсторонним скотчем, если вы где-то неправильно чуть-чуть приклеили, вы можете свободненько оттянуть и по новой приклеить. А клеем уже ж нет, так бы не получилось с клеем. Там посложнее. И чем мне клеем не нравилось, сильно замазывает оно. Часто и сам замочек ты мажешь. Все, тут вставляем вовнутрь, смотрим. Так, аккуратно. Все, смотрим, чтобы оно везде было у нас аккуратненько, ровненько. Все, смотрите. Сам замочек приклеенный. Теперь его аккуратненько будем... еще одно. Сейчас мы возьмем еще и внутреннюю сторону. Тут нам приклеим двусторонний скотч, чтобы потом приклеить саму внутреннюю подкладку вместе с клапаном, то что оно получается часто начинает сдвигаться туда или сюда, а потом вот тут выходит, то вот так перекосом выходит, чтобы оно ровненько у нас уже было оно вклеено и будет все держаться уже кучей, чтобы никуда оно не девалось, а все стояло на одном месте. Так, проходим. Смотрим, как у нас получается. Все. И тут обрываем и приклеиваем. Когда будем прошивать, наша задача, будем идти только по первому ряду. И выходить нам нужно цеплять
как клапан, так же самое и саму подкладку, утеплитель. Потому что если мы вот этого не уцепим, он со временем начинает отставать и очень нехорошо. И это брак считается. Ну что, приступаем к штопке. Так, я беру крючок. У меня шило стоит здесь 1 миллиметр. Я использую. Есть 0,8, но мне 0,8 не особо нравится. Почему-то 0,8 в основном, ну, очень тонкая, быстро ломается. А единичка в самый раз. Показываю, чтобы видно было. Так. Нитка я использую титан номер 40. Штопольная черная. И будем использовать, будем проходить. Теперь у нас от старой нитки пооставались дырочки. Мы будем через одну переступать. Не на каждую, а через одну. Можете, в принципе, и на каждую идти, но будет очень мелкий шов получится. А через одну, получается, вы идете по тому же самому, вы не бьете новых дырок, не, получается, не нарезая. Машинка часто нарезает новые дырки. И оно, ну, сейчас бывает, я не раз встречал, что разрезает саму кожу. Мы идем через одну дырочку, наступаем, смотрите, я начинаю приблизительно где-то отсюда. Потом вот это уже, когда вставится бегунок, вот тут все потом зашьется. Но нам нужно оставить для того, чтобы вставить потом бегунок. Петелька. И вытягиваем. Вытягиваем приблизительно, смотрим, чтобы нам хватило нитки. Так. И через одну строчечку я начинаю идти. Штопать крючочек. Делаем петлю, цепляем за крючок. Тоненьким крючком, говорю, сразу гораздо сложнее, чем прошивочным работать. То, что нитка мелкая и крючок, соответственно, тоньше. И часто очень легко в пальцы влазит. Так что мера безопасности тоже не забывайте. Не подставляйте палец там, где вы протыкаете крючком. И так пошагово, потихонечку идем. Через одну строчечку. Тут особой сложности-то и нету, просто что оно мелкая нитка и мелкий крючок. Вот это в основном сложность. Строчка есть. Так что вам тут нового ничего набивать не надо. А если еще вы полностью по-человечески вклеите, чтобы оно никуда не совалось, оно все на месте стоит уже. И вы просто работаете в этом режиме. Просто, конечно, да, это все время. Но, тем не менее, все это можно сделать в домашних условиях. Особенно сейчас с этими карантинами, что никуда нельзя не ходить, ничего нельзя делать. Так что я думаю, что можно и попробовать поучиться дома самому это сделать. Если уже на крайняк не получится, тогда да, реально обращаться в мастерскую. Почти завершили. Смотрите. Доходим. Тут под конец можно перейти вообще-то на каждую дырочку. Пройтись. Чтобы оно лучше держалось. Заканчивать два варианта в основном основные. Либо возвращаемся на пару строчек назад и обрезаем. Ну, как машинка делает. Либо под завязку и припалить потом ниточку. Я предпочитаю тоненькую все ж таки завязывать, так как не раз уже было, что она у нас расплутывалась, чтобы не было вот этого расплута, то я предпочитаю его все-таки подзавязать под конец. Тем более это не прошивочное, что тут будет, кто знает что, а маленький узелочек, который
опять же зажигалочкой припалится. Все. Так, одну сторону мы вшили. Приступаем ко второй стороне. Мы так само. Все. Основное тут вшито у нас. Теперь мы переходим к вставлению бегуночка. И потом уже зашиваем сам низ. Так. Ставим до такого характерного щелчок. То есть вот оно вставилось. Смотрим. Чуть-чуть. Немножко вот эту надо ниже опустить. Вот так. Щелчок. Вот оно. Смотрите. Все у нас пошло ровненько по всему. Как должно идти. Теперь вот эту часть мы вставляем на место. Все, вот оно. Вот. Раз. Все поправили. А здесь, видите, получилось все поправлено. Опускаем немножко сюда, вниз. Не до упора, то что здесь неровно получится зашить. И дошиваем. С того места, где мы начинали. Берем, пробиваем. Да, кстати, за нитку. Еще расскажу. Я использую титан 40-й. Ну, думаю, что не у всех такая возможность есть на титан. Есть такая же текстилевая номер 93. Штопальная ниточка. Я, в принципе, какие нитки можно использовать, я напишу в описании. Единственное, что получается, текстилевых я не встречал сильных оттенков, ну, чтобы много было. В основном цвета идут у них черный, коричневый и белый. Серую еще встречал, но больше я не видел. Как-то искал, я не находил. В основном, а вот именно чем хорошие вот эти титаны, у них много разных цветов. И мало того, что цветов, оттенков, тех же серых там штуки 3, наверное, 4 оттенка. Синие так само идут, и красные тоже они, ну, много оттенков идут. Коричневых тоже много. Так, проштопываем. Здесь низ в основном я на 2 строчках. Тут предостаточно одной строчки. Вот вы прошли, оно уже у вас никуда не денется. Хотите, прошивайте 2 строчками, проходите. Ну, это уже на ваше усмотрение. Но тут даже предостаточно, в принципе, одной строчки. Никуда ничего не денется, все будет держаться на месте. И будет работать. Дошел. Я перешел на 2 строчку, сейчас опущусь вниз. И потом вернусь наверх. Так, заканчиваем. Смотрите, вот тут можно поставить фиксатор железный. А можно и без фиксатора, просто ниточкой несколько раз туда-сюда пройти. На самом замочку. Просто как будет, как сжатие. Но вы же сами видите, оно заходит прекрасно, нигде не расходится. Тут сама кожа выходит как фиксатором. Все. Зашили. Вытягиваем. Подзавяжу. И все. В принципе, сделано уже основное. Я сейчас только покажу. Последний штрих остается у нас. Я всегда немножко прохожу зажигалочкой. Так как когда крючком работаешь, смотрите, все прекрасно работает. Вы сами видите. Старая нитка осталась, надо ее убрать. Смотрите, теперь вот это все нужно пройти вот так зажигалкой. Крючок вытягивает часто ворс с подкладки.
И оно просто некрасиво, его надо убрать. А зажигалочка обычно все подпаливает и все становится аккуратненько, ровненько. Все, смотрите, все прекрасно. Ну что, друзья, я показал в этом видео, каким образом можно в домашних условиях вшить замочек. Сами смотрите. Получилось вроде бы аккуратно, все работает, все прекрасно. Думаю, человек будет довольный. Шов по сути особо не отличается от машинки. Все тут одинаково. Так что пробуйте. Я думаю, у вас все получится. В домашних условиях свободно это можно сделать. Ничего такого я бы не сказал, что тут прям такая сильная сложность. Это все делается. Главное ваше усердие. И думаю, у вас все получится. В следующем видео я вам покажу, каким образом прошить, склеить и прошить вот такую обувь. Будем прошивать зимние сапожки женские, полусапожки. Так что всем спасибо за внимание, всем удачи.